Когда мы только переехали в Бока Ратон, мы не ожидали, что библиотека станет частью нашей жизни. Здесь не просто одна библиотека, их две, и каждая из них по-своему особенная. Сегодня мы сравним Spanish River и Downtown Library. Первая публичная библиотека в Бока Ратон была основана в 1923 году женским клубом Бока Ратон и размещалась в муниципальном здании города. Многие книги из первой коллекции были получены благодаря крупному пожертвованию художественной литературы, организованному одной из участниц клуба через своих друзей в Чикаго. Нам нужно вернуть книгу, Соня наконец-то читала. И взять книжки, которые у меня есть по предзаказу. Однако из-за кризиса на рынке недвижимости Флориды в конце 1920-х годов эта библиотека была закрыта. В 1946 году женский христианский гражданский клуб открыл новую публичную библиотеку в здании администрации на территории авиабазы Бока Ратон. Она была создана на средства и книги, собранные пожертвованиями. Однако уже в 1947 году, после того, как город пережил 2 урагана, библиотека снова была закрыта. Элеонор Бибут, бывшая секретарь библиотеки, в 1948 году стала председателем библиотечного совета и перенесла уцелевшие книги с базы обратно в муниципальное здание. В этом же году была официально основана библиотека Бока Ратон. В 1961 году город построил и открыл первое отдельное здание библиотеки, где сегодня находится департамент градостроительства. В 1966 году библиотека была переименована в публичную библиотеку Бока Ратон. По мере роста библиотеки в 1972 году к зданию была добавлена новая пристройка. В 1982 году состоялось второе расширение. В 1989 году городской совет утвердил 10-летний план, включавший строительство нового филиала библиотеки в северо-западной части города. В 2003 году жители Бока Ратона проголосовали за выпуск облигаций на сумму $19,8 миллиона для строительства 2 новых библиотек. В результате 26 января 2008 года открылся новый филиал библиотеки Spanish River. 22 июня 2013 года открылось новое здание Downtown Library недалеко от изначального места. Сегодня библиотека предлагает более 1,6 миллиона единиц материалов для выдачи, свыше 1700 программ для детей и взрослых ежегодно, доступ к информации и технической помощи, прекрасные пространства для учебы, работы и совместной деятельности в обоих филиалах. Чем можно заниматься у нас в библиотеке? На самом деле это, если вы посмотрите, большой центр для семей. Сегодня суббота, и все приходят со своими детьми, потому что есть большой зал, посвященный маленьким детям, где постоянно проходят развлекательные мероприятия, развивающие игры. Можно записаться в шахматный клуб, разный возраст. Занятия проходят абсолютно бесплатно в течение недели. Для взрослых в этом подразделении в Spanish River Library, куда мы ходим все время, есть всякие вечерние лекции на разные темы. В основной библиотеке в даунтауне для взрослых более серьезные занятия. Например, недавно я была на лекции профессора из Florida International University, посвященному чаю и кофе. Очень интересно, разные абсолютно люди задают вопросы, и это такой центр, где ты можешь провести время, пообщаться с кем-то, познакомиться. Библиотека Spanish River была открыта в 2008 году и построена в испанском стиле, как и большинство зданий в Бока Ратоне. И она моментально стала центром притяжения для населения нашего прекрасного города. Библиотекой очень удобно пользоваться. Вам дают не только карточку, которая является вашим читательским билетом, но также и доступ в ваш онлайн-аккаунт, где вы можете просмотреть каталог, заказывать книги и приезжать и забирать именно то, что вам понравилось и то, что вы хотите взять. Не обязательно бродить среди полок с книгами, выискивая ту, которая вам нужна. Хотя, согласитесь, это тоже иногда приятно. Более того, очень удобно подписываться на разные мероприятия, которые проходят в библиотеке, как в этом филиале, так и в филиале в центре города. Много мероприятий для детей. Например, в этом году Соня будет участвовать в художественной выставке, которая будет проходить на базе этой библиотеки для детей до 17 лет. Прикольно то, что здесь большая набережная вокруг этого озера. То есть все вокруг, ты можешь бегать, прыгать, там ездить на велосипеде и так далее. И это очень круто. Пришел поучиться и позанимался спортом. Ну и разумеется, как все во Флориде, здесь все очень зелено. Очень много зелени, всяких растений, деревьев и просто всего. Настоящие хозяева этой библиотеки, конечно, те драконы, которые чилят вот здесь, вон там. Если ты вдруг забыл, что такое патриотизм, где ты живешь и вообще почему ты здесь, ты всегда можешь прийти вот сюда,
посмотреть наверх и увидеть, что ты живешь там, где надо. Но это не точно. Разумеется, как и в любых общественных местах, да и не только общественных местах, небольших городов, таких как Бока-Ратон, всегда огромная парковка. Пожалуйста, можешь приехать, припарковаться спокойненько и стоять. А некоторых даже есть зарядные станции для электромобилей. Такая вот у нас библиотека Spanish River. Но мы отправляемся в библиотеку в даунтауне. Приехали в Downtown Library и посмотрели, что что-то не очень с парковками места, не очень много. А потом повернули голову и увидели, что вот она, пожалуйста. Library паркинг очень-очень большая. И там есть зарядка для Теслы. Downtown Library — это про технологии, современность, ритм и все такое прочее. Библиотека моложе, чем наша Spanish River. Spanish River была построена в 2008, в эту в 2013. Выглядят они примерно одинаково, да и по метражу, по квадратуре, так сказать, они тоже одинаковые. Первая 3800, это 3900. Чуть-чуть больше, но посмотрим по наполненности. Ну, пойдем знакомиться с библиотекой. Библиотека прямо больше и светлее, и современнее. Хотя разница всего 4 года. Много книг, очень. Если ты хочешь позаниматься. Ты не можешь это сделать. Без разрешения, я так понимаю. Ну, пожалуйста. Детское отделение библиотеки. Просто сумасшедшее. Здесь приятно просто посидеть и почилить. Но, конечно, если ты хочешь почитать или что-то поделать на компьютере, пожалуйста, в свободном доступе приходишь и делаешь. А еще тут есть Discover Studio. Там ты можешь смонтировать видео, пофоткать, сделать фотки, обработать или даже записать подкаст. А еще тут есть книги на разных языках. Китайском, креольском, немецком, не знаю, итальянский, португальский, русский, испанский, украинский. И что же есть из русского? Голубь находит хот-дог. Специально приглашенный гость утенок. В общем, на иврите, пожалуйста. А в нашей библиотеке Spanish River я нашел книгу «Сказки Пушкина» на русском языке. Вот так. Выставка каких-то картин или фотографий. Не знаю, что это такое. Ресторанная обязательная штука — это фибриллятор. Дефибриллятор. Ну, разумеется. Орлан Белоголовый. Каждая библиотека — это часть города, часть нашей жизни. Spanish River, она как отпуск, а библиотека в Даунтаун — это просто как офис мечты. Ну а вместе это одна большая библиотека, только с двумя характерами. Библиотека – это не только про книги, это про сообщество. И да, кто-то из вас может сказать, что на это все потрачены ваши налоги, но лучше потратить их на образование, чем на плитку. Кстати, плитка здесь тоже прекрасная. Sunflower